Всем привет! Всем привет! Вы на канале о путешествиях Big Trip Vlog. Мы находимся на острове Сиаргау и сегодня посетим красивые острова. Самая популярная морская прогулка. Друзья, знакомьтесь, это название резорта, в который мы заселились. Поворачиваем с дороги и направляемся в наш рай. Вы просто не представляете, как я счастлива, потому что этот резорт находится вдали от главной туристической дороги. Ну, как вдали, в километре. Тут буквально, знаете, вот здесь вот пройти метров 300, и будет знаменитое кафе Spotted Pig, то есть это уже как бы главная дорога. Но если ехать на скутере, то это будет километр. Пешком 300 метров, наверное, это максимум. Так вот, нет шума, спокойное место. Это похоже просто действительно на какой-то маленький кусочек рая. И называется Isola del Sole Villas. То есть это не совсем отель, это не совсем резорт. Это полноценные виллы, в которых можно отдыхать и самим готовить. Пройдем на ресепшн. Здесь видите песочек. Все в первозданном виде. Hello! Здесь нас быстренько зарегистрировали. Здесь можно попить водички, всегда меняют воду, но не только здесь, но еще и в вашей вилле. Здесь красивые сиденья. Если лените в магазин, то можно купить здесь все необходимые напиточки, потому что на самом деле здесь такие же цены, как на главной дороге, не дороже, не дешевле, абсолютно так же. Здесь кресло, диванчик, собаки бегающие. Также можно посмотреть на рыбок Немо в этом аквариуме. Пройдем дальше. Это главная дорожка у нас, которая ведет в резорт. И здесь уже начинают располагаться виллы. Некоторые построены 4 года назад, некоторые совсем новые вообще. О, привет! Привет, Нижнятина, привет! Некоторые построены недавно, в некоторых кухня внутри, в некоторых снаружи. Как по мне, так снаружи даже лучше, потому что не приходят никакие муравьи в домик. Но на самом деле, вот пока заселились, пока не видели их. Давайте пройдем в зону отдыха. Есть такая здесь общая зона, где также можно попить водички, отдохнуть, например, себе что-то приготовить и покушать в этом приятном месте среди ухоженной зелени, на качельках. Сейчас я вам тоже это все подробнее покажу. Поднимемся на второй этаж. Если вы приезжаете с компанией или с семьей, то можно играть здесь в настольные игры, проводить весело время. Здесь потому что есть и груши, и диванчики, и гамаки. И красивый вид, конечно же. Идет небольшой дождик на улице, но я думаю, нам не помешает это показать вам наш домик, наше прекрасное жилье, где мы проведем несколько дней. Видите, весь дом у нас утопает в зелени. Это наша терраса, но начну я не с нее, а начну с кухни. Сейчас я вам ее покажу. Нужно обойти домик. И кухня находится не внутри номера, а за домиком. Но это даже удобнее, потому что дома не будет никаких запахов, никаких муравьев. А такое, конечно же, бывает на острове.
Здесь у нас холодильник, поэтому можно будет заехать в большой магазин и закупить напитки, потому что когда ты покупаешь на острове маленькие бутылочки, это получается дорого. В среднем здесь, чтобы купить баночку там колы на главной дороге, это стоит 60 песо. Здесь плитка, причем она работает очень удобно. Обычно, знаете, там нужно как-то зажигать, а здесь нужно так. Одной рукой не так получается хорошо. Вот, видите? Очень удобно включается. Есть столовые приборы, есть необходимая посуда, то есть кастрюльки, тарелки, столовые приборы. Все это здесь есть, это газ. Также есть водичка. Можно тоже пользоваться, как только закончится, ее будут пополнять. То есть не нужно покупать это дополнительно. Удобный кран. Вода отлично идет. Конечно же, рисоварка, как без нее на Филиппинах. Здесь вся посуда, сушилка специальная. Ну и столик для того, чтобы завтракать, обедать. Очень удобно. Этим будем пользоваться, потому что завтраки и ужины все-таки дорогие на острове. Немножко сделаем отдых от наших красивых завтраков. Но хотя я тоже приготовлю очень вкусно. Посмотрите, какая ухоженная территория. Это сколько здесь усилий применяют для того, чтобы все было так красиво. Везде цветочки. Это наша терраса. Здесь есть зона для чтения, отдыха. Можно использовать ее как зону для кальяна. Так, здесь еще небольшая кушетка, софа, столик. И вот так вот вы сидите здесь и смотрите на красивые виды вокруг. Пройдем в наш номер. О, здесь прохлада. Заходишь после улицы. Даже несмотря на то, что там дождик, все равно очень жарко. Ну да, здесь кондиционер работает. Так, ну я жду, когда вы проведете нам рум-тур. Рум-тур очень простой, хотя на самом деле пространства очень много. Здесь у нас гостиная зона. Можно посидеть, отдохнуть, посмотреть телевизор на небольшой кушетке. Шкаф, столик. Есть еще один столик. Рабочий больше. Да, и зеркало есть. В общем, пространства очень-очень-очень много. Также я что, здесь кондиционер, красивая люстра. Различные декорации в виде Да, картин, все высокие сидит. потолки. Также можно включать вентилятор, если необходимо, но хотя кондиционера здесь достаточно, тем более он работает очень тихо. Да, есть окна, поэтому свет здесь в любом случае проходит, поэтому света достаточно. Кровать, светильнички, картина. Поскольку это дом деревянный, то очень высокие потолки здесь. И имеется второй этаж, на который Томочка, я думаю, чуть позже вас проведет. А пока можем заглянуть в ванную комнату. Здесь все новенько, потому что домики построили совсем недавно. Новый электрообогреватель, тропический душ, лейка. Есть полочка, где можно разместить все косметические средства. Также унитаз новый. Положили еще различные, здесь я вижу шампуньки, мыло, туалетная бумага, раковина тоже абсолютно новая, жидкое мыло тут у нас стоит. Вот, поэтому здорово, когда все так продумано, чистенько, запахов нет никаких посторонних. Кстати, на кухню можно пройти не только с улицы, а еще и из домика. Здесь душевая, чтобы можно было помыть ножки, развесить одежду, если вдруг вы ее постирали. Так, друзья, я вам не показала еще второй этаж. Вернемся обратно в домик и поднимемся по лестнице. Здесь располагается еще одна двухспальная кровать, где могут разместиться 2 человека. Есть также вентилятор, чтобы было не жарко, полочки, лампа, декорации. И здесь открывается вид на первый этаж. Сейчас мы находимся в порту Сиаргао. Нас сюда привез трансфер в виде трицикла. В офисе компании оформили, записали все необходимые данные о нас. Ну, стандартные, там имя, фамилия, сколько лет, чтобы нас никто не потерял. И теперь уже ждем отправления, ждем нашу лодочку. Спросила у гида сегодняшний план. Сначала мы поедем на Накед Айленд, затем у нас будет Таку и последний остров Гуям. Возможно, мы вернемся немножко пораньше, потому что погода сегодня странная, и поэтому желательно возвращаться чуть-чуть пораньше. Да, стандартно этот тур рассчитан примерно с 9 до 4 часов. Но сказали, если погода будет плохая, то придется вернуться в 3-3:30. Надеемся получить массу
массу новых положительных эмоций, посетить 3 шикарных острова, изучить его пляжи. А знаете, что главное даже в плохую погоду? Это иметь хорошее настроение. Немножко неудобно слазить с этой лодки, потому что она маленькая и очень сильные волны. Кстати, погода, посмотрите, насколько разная. С одной стороны немного облаков и солнечно, а с другой стороны сильные тучи и где-то льет дождь. Первая наша остановка — это Naked Island. Переводится как «голый остров». Здесь мы видим песочную косу, но которая никогда не уходит под воду. То есть этот остров никогда не погружается под воду. Песочек очень интересный, он рыхлый, нежный, да? Без всякой примеси. Прикольно. Примерно 25 минут мы шли до первой нашей точки, до первого острова. Погода немного пасмурная. Я думаю, нужно запускать дрон, пока не начался дождь, на всякий случай. Посмотрите, какая здесь прозрачная, красивая вода бирюзового цвета. Идеальный пляж для нас с Кириллом, потому что и волны есть, и дно песочное. Выглянуло солнышко, а многие туристы как раз уехали на своих лодках, поэтому не так много людей здесь осталось на острове, а в этой части, с этой стороны, почти никто не купается, только мы. Чистая теплая водичка. Ну, тебе, наверное, как всегда, не очень тепло, да, вначале? Нормально, не холодно. Да, она правда теплая, потому что, ну, не сказать, что здесь мелко на самом деле. Вот прошли буквально метров 5 уже по пояс. Иногда встречаются камни, но не критично, все равно больше песчаное дно имеет. Да, песочек такой крупный, приятный. Да, очень здесь приятно и искупаться. Здесь можно еще поплавать и с маской, наверное, чуть подальше заплыть. Провели на этом острове около часа, но когда у вас индивидуальный тур, то вас не торопят, поэтому гид сказал, ну, take your time, возьмите время сколько надо, то есть они все контролируют, в принципе, пока мы не спешим. Достаточно комфортно, когда мы посчитали нужным, мы можем ехать дальше, тем более пока хорошая погода. Да, было солнышко покупать, сейчас немножко облачка, поэтому отправляемся на следующий остров. Отплыли мы совсем недалеко от острова, и здесь у нас уже вторая остановка. Здесь у нас будет снорклинг, поплаваем с трубкой, с маской, посмотрим подводный мир, возможно, что-то даже увидим. Если что, трубка с маской у нас всегда с собой, но если у вас их нет, вы можете всегда арендовать это заранее. Все же эта прогулка не сколько про снорклинг, сколько про красивые острова, потому что сейчас немножко поплавали, увидели, что риф практически разрушен. Это из-за того, что был тайфун в 2021 году, да? Да, по-моему, ну, он бывает здесь каждые 2 года чуть ли, да, очень часто. Последний был очень сильный, поэтому он разрушил здесь кораллы, риф. Да, поэтому практически нет рыбок. Вот, но ничего, плывем на следующий остров. Пришвартовались мы к еще одному острову, который называется Даку. Наверное, минут 15 пути. Огромные буквы на этом острове говорят, что мы должны полюбить остров Даку. Пока идем вдоль острова, он достаточно большой. Видим здесь множество беседок, палаточек. Также здесь у нас, по-моему, будет ланч. Здесь уже полноценный остров.
Прямо здесь же мы видим местные домики, живут местные. Население, кстати, я не знаю на этом острове, но я думаю, 3-4 сотни человек вполне могли бы здесь жить. Я прошла чуть дальше по острову. Здесь есть волейбольная сетка. Так проходят групповые туры. Это ланч у них. Совместные фото. Интернациональные группы. Богатый оформленный стол. У кого там даже день рождения, слышу. Так интересно, знаете, сейчас солнышка нет, но я иду, и песок очень такой прям здесь горячий. И воздух как в сауне, как будто бы ты находишься. Но я скажу честно, я люблю, когда жарко, и мне нравится, когда душновато, потому что я не люблю холод, и мне сложно купаться. Но вот здесь такая прям погода для меня комфортная. Здесь очень много лодочек. Это все приезжают с экскурсиями. Вот где основные туристы. А мы чуть поодаль, видимо, есть какое-то распределение между групповыми и индивидуальными экскурсиями. Там, где индивидуально, там поменьше людей. Не знаю, говорю вам, Кирилл, или нет, но еще раз повторюсь. Стоимость экскурсии групповой 1800 песо. Можно где-то найти даже за 1500 песо. Но я думаю, что это, знаете, в любом агентстве можно договориться о цене. Индивидуальный тур стоит 2500 песо. Сейчас я вам покажу, как выглядит стол в групповом туре. Забавно пообщалась с другими туристами, они посмотрели так на камеру, о, так прикольно, и сделали мне даже кадр своей еды. Получилось забавно. Сейчас я иду по какому-то местному домику, думала, что я смогу отсюда выйти к пляжу, но пока не могу найти выход отсюда. Так, у нас здесь обзор местного жилья. Мальчишки бегают. Хай! Так, может быть, отсюда я смогу выйти к пляжу? Да, вроде бы смогла. Сейчас посмотрим. Кирилл, наверное, меня уже потерял. О! Смешная будка для собаки. Ребята, посмотрите, какой у нас ланч. Такого у нас еще не было. Оп! Сиаргау, друзья. У нас здесь множество фруктов, креветки. Это, конечно же, рис в виде букв сиаргау. Есть нудлс, рыбка, курочка, свининка, еще нудл. В общем, еды здесь очень-очень много. Друзья, я думала, что это обычные ракушки у нас в ланче, но при детальном рассмотрении поняла, что это краб-отшельник. Видите, вот клешня у него и мяско. То есть это не просто украшение, да? Да, это не просто украшение. Вот то есть вот. это вот прямо именно краб-отшельник. Видишь, тут их несколько. Когда у вас большой поднос с едой, то не обязательно использовать даже тарелки. Можно есть прямо с подноса. Да, вообще можно есть руками. Да, даже руками есть, особенно рис. Нудлы, кстати, очень вкусные, они смоук. Да. То есть, как это сказать? Копченый. Копченый, да. Очень красиво. Вот это столько еды для двоих человек. А Томочка до этого рассказывала, снимала. Там на целую группу туристов принесли просто огромнейший такой... Ну, как целый стол. Да, как целый стол. То есть эта надпись была огромная. То есть, но все равно еды очень много. Креветка. Также есть кусочки свинины. Возможно, правильно это называется лечон, потому что у них есть своеобразная такая свинина на гриле, которая называется лечон. Соус. Тебе понравится. Чисто наш шашлык. Чисто наш шашлык. Да, наш шашлык здесь сочный и с жирком. Погодка начала портиться. Пошел небольшой дождь. Но мы в беседке. Продолжаем наш вкусный ланч. Друзья, напишите в комментариях, был ли у вас что-то подобное. Такой вкусный и, самое главное, красивый обед на морских прогулках, на каких-то экскурсиях. Потому что лично по нашему мнению, это пока самый красивый обед, который у нас был именно в составе экскурсий. Наслаждаюсь мангом. Очень спелый, очень вкусный. Но манго здесь хватит на всех. Друзья, он специальным образом порезан.
На всех, учитывая, что мы с тобой вдвоем, да? Да, да. На самом деле успели даже местную ребятню немножко подкормить. Надо отметить, что здесь они вообще не попрошайники. Да, видно, что им здесь так, скажем так, ну, запрещают подходить к туристам, там что-то у них выпрашивать. Поэтому мы им аккуратненько немножко еды подсунули, они нас поблагодарили и да, но вообще ретировались. Стоит отметить, что в Сиаргао вообще нет такого, чтобы кто-то ходил, попрошайничал, заметил, да, потому что мы были на других островах, на Пангау, в том числе, помнишь, на парковке там обнулился. Мальчишки ходили, на самом деле, попрошайничали. Здесь такого нет, здесь все будет спокойно. Понятно, что они, знаете, ходят, так, ну, немножко посмотрели, так на стол. Захотелось с ними поделиться, потому что для нас здесь еды просто предостаточно. Да, здесь, не знаю, на 2 дня еды. После обеда хочу еще немножко поплавать, окунуться, прежде чем уедем с этого острова. Тем более, что дождик пока закончился. Очень красивая водичка. Здесь просто все условия для райского купания. Вот Кирилл может в любую погоду купаться, солнышко, дождик, ветер, все равно пойдет в воду. А я жду только, когда будет солнышко, чтобы потом быстро отогреться. Совершенно не холодно, это дома все время только сетует на то, что ой, холодно, как я буду греться, а на самом деле да не, вода хорошая. теплая, но потом отогреваться. Вода теплая, да. Нет, отогреваться не надо. Все, надел футболочку и уже отогрелся. С этого острова уезжаем, направляемся на финальный остров. Начался опять сильный дождь. Мы подплываем к 3-му острову. Погода очень изменчива. Сейчас середина февраля. Крайне рекомендуем приезжать в Сиаргао именно март, апрель, май. Это 3 самых лучших месяца, когда сухой сезон, когда вы можете насладиться и пляжами, и экскурсиями. Ну а в феврале по-прежнему дождливо. Итак, последний остров называется Гуям. В первую очередь остров примечателен красивыми различными локациями, инсталлокациями. Но в такую погоду это немножко нам может помешать сделать яркие фотографии, но в любом случае насладимся этим местом, этим островом. Так, здесь нам тоже беседку выделили, да? Да, поэтому здесь можно и от дождя спрятаться, и просто передохнуть. Детишки местные бегают, такие смешные, смотри, малыши бегают. Да, вот там. Вот тут резвятся. Да, место, правда, красивое, ухоженное, газончики, пальмочки, деревья, домики. Здесь различные палаточки. Такие смешные мальчишки, знаете, это картина «Получи от жизни все». Искупайся в луже, съешь бутер, выпей кока-колы. Такие довольные. Как мы видим, здесь есть даже очень популярный бар, в котором есть различные шейки, коктейли, кофе даже я вижу. В общем, кофе здесь есть брюет, то есть вареный, 120 песо стоит, 140 есть другие виды. Также есть бургеры. Цены на бургеры от 160 до 200 песо. В общем, здесь можно и перекусить, что-то выпить. И во время дождя многие здесь как раз и находятся в этой локации. Ну, такая местная локальная кафешка на этом острове. Исключительно туристическая. Дождик то капает, то останавливается. В общем, такая переменчивая пока погода. На берегу есть качели красивые. Вот здесь вот можно тоже сделать фотографию. Как всегда, много пальм. Опять начался небольшой дождь, но это не должно преградой стать, чтобы нам искупаться. Поэтому взяли водный бокс и идем купаться.
Поэтому мы не отчаиваемся, даже если идет дождь, все равно ходим купаться. После чего вот Томочка в курточке теперь греется. Только что купались, сейчас в куртке. Дождь продолжается, но уже немножко утих. Также мы прочитали, что на одном из зданий написано, что вот этот остров Гуям, он считается частной территорией, поэтому сюда нельзя приезжать без разрешения. Поэтому перед этой экскурсией, перед выездом, на нас тоже оформляли специальное разрешение, чтобы посетить данный остров. Ну а мы, друзья, наверное, уже будем возвращаться обратно. Сейчас садимся в нашу лодку. Если вам понравилось такое приключение, как было сегодня у нас, то обязательно поддерживайте нас лайками, пишите ваши комментарии. Вопросы любые. Остров топовый, обязательно, экскурсия вся топовая, обязательно нужно на нее ехать, если вы вдруг будете на острове Сиаргау. Да, ее стоимость 2500 песо, если индивидуальный тур человека. Если вы едете в составе группы, то 1800 песо. Кстати, компания, с которой мы сюда ехали, называется точно так же, как сама экскурсия Сиаргау Island Hopping. Поэтому оставим на нее ссылочку в описании. В целом она самая популярная на этом острове, поэтому приезжайте в это агентство, обращайтесь. У них все действительно очень здорово. Да, все актуальные цены на сайте, который будет в описании под этим видео. Можете писать им в WhatsApp, либо смотреть сами. Все, друзья, мы поехали обратно на Сиаргау, на остров. Увидимся. Всем пока. Всем До новых пока. встреч.